Ровно год назад, в июне, в самый разгар московского карантина, я снял свое самое популярное видео на этом канале. Обзор на курс скиллбокса по UX-дизайну. Это был мой первый серьезный онлайн-курс, и при этом совершенно спонтанная покупка. Меня поймали на классические крючки, ограничения по времени и скидку. Этот обзор вам очень понравился, ведь я посмотрел на курс с высоты своего опыта. В дизайне я уже больше 10 лет, а перед этим еще 6 лет учился в вузе. Я думаю, вы спросите, а зачем я вообще взял этот курс? Дело в том, что когда я начинал, был просто веб-дизайн. Не было всех этих новомодных терминов вроде Data-Driven Design, UI, UX и тому подобное. Имея большой практический опыт, я решил подтянуть теорию. Это был провал. Провал для моего обучения и толчок для моего канала. Обзор того отвратительного курса собрал почти 200 тысяч просмотров и 1000 комментариев, большинство из которых звучит так: а какой же курс выбрать? Целый год я изучал предложения от разных школ, общался со студентами, преподавателями, и в этом видео я расскажу, что я узнал. А заодно отвечу на главный вопрос: почему все ютуберы хейтят курсы, но при этом скромно признаются, что сами их покупали и будут покупать и дальше. Поехали! Первое, что я понял, почти все курсы одинаковые, отличается лишь упаковка и цена. Например, если брать крупные школы, то Skillbox и Geekbrains — это все проекты Mail.ru, то есть почти одно и то же, а Нетология и главный конкурент, что совершенно не мешает Мише Розову из Pinkman и Грише Кочинову из Агима работать и в Skillbox, и в Нетологии, то есть на конкурентов. Розов и Кочинов — известные на рынке специалисты, руководители крупных студий, обладатели множества премий в области дизайна, и кажется, что от них можно ожидать каких-то уникальных знаний. Но дают ли они их? Нет. Создатели курсов любят часто повторять, что занялись этим бизнесом, чтобы подготовить новых специалистов для своих студий. Но это правда лишь отчасти. Любой курс прежде всего бизнес, а критерий его успешности – доход. Чтобы его повысить, надо повысить охват, ведь курс записывается один раз, а потом долго-долго продается. И чтобы этот охват повысить, курс должен быть максимально простым. В идеале вообще про похудение, но эта тема уже занята откровенными инфо-цыганами, поэтому курс делают на более профессиональную тему. Например, в дизайне самая массовая и популярная тема — изучение фигмы, так как фигма простая и, что важно, бесплатная программа для дизайна. И по большому счету не важно, кто вас будет обучать основам фигмы — фрилансер с биржи или руководитель топовой студии. Не важно, что этот человек делает на своей основной работе — создает сайты для маленьких ИП или сервисы для огромных корпораций. На курсе про дизайн и тот, и другой будут рассказывать вам самые основы фигмы. И зачастую фрилансер расскажет даже лучше, чем крутой специалист из студии. Тот же Бычков, он и на бирже крутится, и с клиентами сам общается, и канал на ютубе давно ведет. Конечно, он рассказывает бодро, весело, интересно, в отличие от каких-нибудь специалистов. Недавно я смотрел, как Skillbox позвал веб-дизайнеров Тинькова на публичный обзор работ студентов. Я даже не сомневаюсь, что они очень крутые профи. Но что они там несли, боже мой, у меня просто испанский стыд. Не полезно и не смешно, хотя сами они смеялись много. Не хватает акцента. Готово, такой сейф. Это футболка со слезами попкорн. Ну давайте похохочем тогда дальше. Хорошо, что вы трезвые. Тонкая шпация. А взять того же Бычкова или Женю Опрока, хоть он и глава студии. Они все разбирают четко и по делу. Короче, портфолио дизайнера и его регалии не гарантируют, что он будет хорошим учителем. В выборе курсов логично отталкиваться от преподавателя, например, посмотреть какие-то его публичные выступления для начала. Но, к сожалению, курсов, где преподает один человек, очень мало, а у крупных школ их почти нет. Крупные школы берут материалы с разных своих курсов, перемешивают и создают из этого новые учебные продукты. И там внутри может быть что угодно. Например, какой-то устаревший блок, который они записали пару лет назад и теперь добавили для объема. Что касается маленьких, скажем так, частных школ, у них нет такого конвейера, чтобы собирать все свои старые записи, перемешивать и продавать заново. Да и отвечают они за свой курс лично, своим лицом. Но при этом у них тоже нет ничего уникального. Все есть в открытом доступе, так говорят на ютубе, и я хочу остановиться на этом подробнее. Итак, большинство курсов очень простые. Есть, конечно, исключения. Например, Bang Bang Education. Там разбирают узкие темы, но если вы новичок, вам это не подойдет. Никто не спрашивает: «Вадик, а как тебе Bang Bang?»
Туда идут те, кто точно знает зачем, какому преподавателю и стоит ли это своих денег. Меня обычно спрашивают о чем-то более популярном. Вот, например, школа WayUp, курс «Веб-дизайнер. Счастливый билет в Таиланд». Честно говоря, меня корежит от таких заходов. А дальше больше. Легендарный коучинг, яркие проекты для портфолио, живая поддержка, ну и, конечно, очень харизматичный основатель школы. И тут есть два момента. Во-первых, все школы вынуждены продавать мечту и светлое будущее. Это обычный маркетинг. Точно так же, как майонез продает нам счастливую семью, а средства от пота – приятные знакомства. Какая-то одна школа это начала, и все подключились, чтобы не терять клиентов. Кто-то обещает веселые курсы, кто-то полезные, ну а царь всех обещаний – трудоустройство. Хотя обещать его всем подряд нечестно. Отсюда вытекает второй момент. На курсы приходит огромное количество людей, которые купились на мечту, но забыли, что придется поработать. Я жил и в Таиланде, и на Бали, но видел всю красоту в основном из окна, целыми днями просиживая за работой. Ощущение так себе. И если написать об этом честно, продажи курса упадут. Но даже если курс обещает вам прекрасную жизнь и пытается играть на ваших чувствах, это еще не значит, что он плохой. Конкретно про WayUp много негативных отзывов. Но исключительно от тех, кто проникся мечтой и подумал, что все очень просто и ничего делать не придется. Но по факту Гаврилов все, что обещает, все от фигмы до создания ИП рассказывает хорошо. Возникает логичный вопрос. Если на курсах рассказывают только основы, можно ли сэкономить и научиться самому? Теоретически да. Все есть на ютубе, так говорят убежденные хейтеры курсов, но потом они сами же скромно признаются, что для начала взяли какой-нибудь курс. Почему так происходит? С одной стороны, полезные видео не так популярны, как развлекательные. Вы никогда не увидите в трендах ролик по дизайну. И даже если вы каждый день смотрите про дизайн, YouTube вряд ли вам предложит, CGM, например. CGM – это карта пути пользователя. Когда вы поймете, как ее делать, вы сможете не просто красиво рисовать интерфейсы, а еще и обосновывать свои решения клиенту. CGM – это главная вещь в UX. И сколько же у нее просмотров? Всего несколько тысяч. На обложках пишут, что такое CGM. Но зрители, будущие дизайнеры, не знают, зачем им CGM. Они не знают, что без понимания этой карты они будут просто прокладкой между клиентом и программой, где клиент будет говорить: давайте цвета поярче, кнопки покруглее и классическое «поиграйтесь со шрифтами». А раз на этой теме мало просмотров, то и снимает на нее меньше. Представьте, опытный дизайнер, который, допустим, зарабатывает $400 в неделю, хочет поделиться своими знаниями с аудиторией. На полезный ролик он потратит несколько дней и заработает $40. Естественно, делать это долго и регулярно, когда есть заказы по основной работе, нет особого смысла. Я тоже удивлялся, что Тёма Лебедев вместо того, чтобы нести знания в массы, рассказывает о политике и всяких скандалах. И, кстати, доход от его соцсетей превышает доход от его студии. А видео, где больше просмотров, YouTube активнее продвигает. И получается, что на YouTube вроде все есть, но и найти это очень сложно. И мы плавно переходим к главной теме. Как правильно выбрать курсы, чтобы не облажаться? Первое. Не надо обращать внимание на красивые обещания работы, путешествий, свободы и вообще красивой и успешной жизни. Надо четко понимать, зачем вы идете на курс. А цель тут может быть только одна – сэкономить время на поиск информации, и получить фидбэк. Второе. Курс – это не первая необходимость, он не должен быть на последние деньги. Мне пишут в комментариях: «Я с деревни, работы нет, подскажи хорошие курсы под ключ». Это так не работает. Расскажу на примере YouTube. Самый популярный вопрос блогерам – на какую камеру они снимают. Как будто это важно. И когда начинающий ютубер фокусируется на камере вместо контента, все камеры для него будут плохие. Абсолютно. С каждой покупкой сплошное расстройство, я знаю это по себе. То камера в сумерках плохо снимает, то тяжелая и дорогая, то звук плохой, то стабилизация подкачала. И то же самое с курсами. Если курс для вас последняя надежда изучить профессию, и тем более на последние деньги, вам не подойдет ничего. Вместо того, чтобы брать максимум от преподавателей и выполнять домашние задания на отлично и бесконечно копировать и анализировать чужие работы, вы будете искать самые лучшие курсы. И это просто отложит ваше трудоустройство. Если вы хотите начать зарабатывать, надо перестать выбирать курсы и действовать. Если деньги есть, можно попробовать приобрести курс, но не ожидать от него, что он сразу перевернет вашу жизнь. Обучение – это тоже работа.
Если денег нет, можно попробовать найти все самому. Мой коллега с канала Хроники веб-дизайнера предложил отличную идею. Находите курсы по своему направлению, смотрите оглавления и дальше гуглите по каждому пункту. Подытожим. Все курсы простые, все курсы одинаковые, и все они так или иначе продают мечту, но это не значит, что они плохие. Если, покупая курс, вы ставите себе конкретную задачу, узнать основы, сэкономить время, получить фидбэк, и при этом не ожидаете от курса волшебства, вы не разочаруетесь. И по традиции ссылочки на 2 самых лучших агрегатора курсов с конечными финальными ценами в описании. И в конце небольшой вопрос. Друзья, внезапно наступило лето, и я планирую путешествие на пару месяцев на Кавказ. Я буду рассказывать о том, как работать в дороге и по ценам. Путешествие бюджетное. В машине я уже сделал подобие кровати, чтобы останавливаться в самых красивых местах. Будет ли вам это интересно или подобное стоит загружать на отдельный канал? Напишите, пожалуйста, в комментах. И на этом все. Спасибо. Увидимся совсем скоро в новом видео. Всем пока.